Всем привет, мои хорошие! Сегодня будем строить черный эко-дом. Вот такие треугольные дома на самом деле сейчас очень популярны, их очень много, многие строят их, разные вариации. У меня вариация с пристройкой. На самом деле я сначала подумала, что вообще не буду такие треугольные дома делать, потому что я никогда не сталкивалась с крышей, которая нужна, чтобы полностью покрывала этот дом. Это всегда немножко сложно. И я, собственно говоря, промучилась с этой крышей приличное количество времени, но все же у меня получилось. И плюс эти дома обычно такие достаточно маленькие, то есть там нужно все разместить очень компактно, но у меня был вариант с пристройкой. И, в принципе, я этот дом увидела в Инстаграме, картинку этого дома, и практически полностью его перенесла. Единственное, что я не знаю, что там внутри, но я примерно предполагаю, что вот это то, что я сделала. И, кстати, если у вас есть дефицит идей, вы не знаете, как строить какие-то оригинальные идеи, я очень советую Инстаграм в том плане, что я один раз как-то случайно попала на риэлторов американских, которые очень активно выставляют в Инстаграме дома и сразу с ценами, и плюс ко всему хорошему они еще и делают фотографии внутри дома, то есть вы можете посмотреть обстановку, как там все сделано, как оформлены эти все дома, и это очень интересно. Но Инстаграм так устроен, что если тебе что-то понравилось, оно будет тебе регулярно это подсовывать, поэтому у меня теперь регулярно в подборке есть все эти дома, и как раз вот этот дом я и наткнулась однажды вечером на этот дом. В общем, он мои мысли захватил. Мне очень понравилось, что он как раз-таки такой черный, какой-то такой готичненький, и он немножко отличается от привычных, которые все строят. Хотя вот, например, с частью стеклянной крыши я бы с удовольствием сделала такой дом. Возможно, я еще попробую. В этом доме сложность была в том, что вот эта передняя площадка, она должна была быть другого цвета, а основной фундамент более черный. Я немножко поморочилась с этим делом, но все-таки справилась. И, в принципе, изначально на картинке оно только было, что такая терраска передняя, она деревянного цвета, по сути, а весь остальной дом черный, из черного дерева, я не знаю, либо оно покрашено, либо что. И с одной стороны, я бы, конечно, все выкрасила в черный, с другой стороны, я понимаю, что и так может быть, почему нет. Поэтому, если вам не понравится, можете тоже перекрасить переднюю веранду в черный, но мне кажется, и так интересно. Плюс проблема была, конечно же, в окнах, которые нельзя друг на друга ставить, то есть у меня типа 2 этажа. И я бы с удовольствием разместила еще больше окон. Вверху явно там просится какое-то большое треугольное окно или овальное окно. В общем, или круглое окно. Какое-то окно, в общем, там прям напрашивается, просится и вообще умоляет, чтобы его туда разместили. Но пока мы не можем. Но разработчики нас продолжают радовать. Они уже разрешили нам ставить окна и двери вне сетки. Это уже очень большой прогресс, я считаю. Это уже сильно облегчило нам жизнь и разнообразило нашу жизнь. У некоторых, я думаю, еще и глаз перестал дергаться, потому что очень часто бывало в постройках именно размещение окон и дверей очень сильно коробило, мешало и, в общем, уничтожало всю постройку, всю эстетику постройки. Поэтому сейчас этого мы можем избежать. И, в принципе, этот домик должен был быть таким... эко я в том плане, что везде все такое деревянное, и я постаралась все дерево с черным сочетать. Для меня это вообще не характерно, я черный практически не использую никогда в интерьере, но вот когда я внешне увидела этот дом, я поняла, что внутри не может он быть таким светлым, прям совсем светлым, он должен быть вот таким же темным, стильным,
И я очень много здесь использовала как бы мебели и декора из эко-жизни и из жизни на острове. То есть, мне кажется, это именно такие два хорошо дополняющих друг друга по стилистике мебели, интерьеров и так далее. Они, мне кажется, хорошо смотрятся вместе. Как раз таки я много здесь чего использовала. Я хотела на самом деле сделать его более эко. То есть я там хотела панели добавить, еще что-то, но, в общем, я, честно признаюсь, забыла. Я так долго его строила, и настолько он желтый получался, мне казалось, что это вообще вырви глаз. И, ну, как-то у меня на экране, когда я строила, он был еще более желтым, потом как-то я посмотрела, что вроде все нормально, но, в общем, я боролась с этим цветом и подбирала мебель, и мне сначала казалось, что все слишком деревянное, слишком темное. И это была какая-то такая внутренняя тяжелая борьба, что может все переделать и не доделать. И потом я вспомнила, что я все-таки хотела что-то радикально не такое, к чему я привыкла, к чему я, ну, что я обычно делаю. То есть я стараюсь все-таки себе постоянно изменять, в том плане, что строить не так, как я привыкла. И поэтому, ну, как бы, это был сложный процесс, но я с ним справилась. И, конечно, на кухне я повесила, ну, в том плане, что ножи я всегда размещаю, да, в этом я себе не изменила, я разместила ножи, ну, как-то, не знаю, привыкла к этому. И, в принципе, наполнять кухни, когда я поняла, в тот момент, когда я поняла, что можно вот так вот наполнять декором и расставлять это все как хочется, с помощью альта, я поняла, что жизнь обрела новые краски и вообще больше не будет прежней, и это идеальное положение, потому что раньше, конечно, ну, там максимум типа микроволновку я ставила, и все, на этом все заканчивалось. И я так удивлялась, как другие могут больше предметов разместить, я так немножко завидовала, не понимала, как это все происходит, но потом в мою жизнь ворвались блогеры, которые строили и вообще рассказывали о том, как устроен Sims, и я поняла, что я много чего потеряла. Так, я продолжаю, в общем, строить. Я наполняю, ну, я закончила кухню и теперь наполняю типа гостино-столовую. И за счет того, что по бокам у нее большие окна, то здесь ничего нельзя размещать, плюс такая большая арка в кухню. То есть, по сути, места не так уж много. Вроде большое пространство, но как бы можно только там в уголочке, вот в ту часть, где проходит как раз-таки крыша, туда можно только что-то ставить, но, по сути, не такое уж большое пространство. И я очень долго размышляла над тем, как вообще расположить телевизор. То есть я вот крутилась, не понимала, хотела на стену его повесить, потом понимала, что ну как-то неудобно, потому что здесь дверь, как раз-таки из этой жизни на острове. Мне очень нравится, кстати, эта дверь, она какая-то такая манящая, волшебная, прозрачная, она вообще клевая. Вот, я поняла, что нельзя ничего посередине размещать, ну как-то это будет не очень, поэтому просто забила, как обычно, все декором, цветочками, подставочками, и впихнула, в общем, телевизор в уголочек. Ну, думаю, в принципе, чисто технически можно смотреть. На самом деле, большие экраны нужно смотреть с большого расстояния. Это мы все привыкли, что на любой экран мы смотрим очень близко. На самом деле так нельзя. Там есть какое-то определенное количество соотношения, есть какое-то между дюймами экрана и расстоянием до этого экрана. Мне кажется, оно соблюдено у меня получилось. И вот на кухне я решила таки добавить этот кофейный столик какой-то, ну вот маленький совсем, с двумя стульчиками. Мне кажется, он как раз хорошо разбавила помещение. Ну, то есть можно и здесь поесть быстро, а если вы хотите полноценно потрапезничать, то можно пройти в столово-гостиную. И там полноценно расположиться с прекрасным видом на природу. То есть я еще выбрала такой прекрасный участок, где вокруг много-много зелени, и он такой весь утопающий, плюс там вдалеке видна вода.
Мне кажется, очень хорошо именно для этого дома. Это оказалось очень даже неплохо. Здесь как раз-таки я разместила очень яркий коврик, кстати, рядом с диваном. Сначала мне он показался слишком ярким, слишком нарочитым, потом я подумала, да, почему нет? Почему я должна обязательно нейтральные коврики везде класть? Это тоже, на самом деле, очень прикольно. Ну, конечно, малыша Йоду я разместила. Не знаю, это какое-то такое милое дополнение, связь с нашим реальным миром, что вот малыш Йода, причем он так быстро появился в Симсах. То есть там с очередным обновлением просто взял и появился, потому что на тот момент сериал этот «Мандалорец» не так давно шел, но он, конечно, обрел быстро популярность, но все равно как бы странно было, что настолько быстро отреагировал Sims. Вот в этот момент я поняла, чего не хватает моему дому. Да, я забыла ванную. Просто взяла и забыла о том, что в доме должна быть ванная. Именно в этот момент я поняла, что чего-то не хватает, что-то еще я забыла. Потому что я очень часто, кстати, начинаю постройки либо с кухни, либо с ванной почему-то. Я с основной комнаты редко начинаю. Но тут я начала с кухни, из-за этого, видимо, я и не вспомнила о том, что должна быть вообще-то еще и ванная. Но, кстати, спальня получилась такая не очень большая. На втором этаже сверху кухни. Ее пришлось еще уменьшить за счет лестницы и за счет того, что крышу, в общем, надо было перекрыть. Либо как бы спать с крышей, либо отделить эту крышу. Я, конечно же, отделила крышу. Ну, такая маленькая уютная спаленка получилась. В принципе, с двумя окнами. Достаточно она такая светлая, приятная. Еще я, кстати, сделала изголовье более большое. Долго я с этим мучилась. Я хотела сделать, в общем, там типа полочку. Всегда, кстати, мечтала, чтобы у меня в изголовье кровати была полочка, как в американских фильмах, чтобы можно было туда что-то поставить. Но в итоге я про нее забыла. Да, благополучно забыла. Видимо, так нервничала по поводу того, что я забыла ванную, куда мне ее разместить. Но, на самом деле, я достаточно быстро придумала, куда мне ее разместить, но все равно. В общем, я немножко разволновалась по этому поводу, как так я смогла упустить такой большой момент. И здесь вот как раз я придумала, куда я всуну ванную. На самом деле, она достаточно хорошо вписалась. Там не сильно так критично. Такую небольшую ванночку я засунула. Она в таком дальнем углу, только для своих. Но все-таки я ее разместила, там вместилось все, что необходимо. Ванная, маленький душ, этот университетский душ, это просто фантастика. Как они вообще додумались до такого, это прям поклон разработчикам лично от меня, я от него балдею. Он прекрасен, замечательным во всем своем исполнении. И, кстати, именно ванная получилась вообще отличающаяся от всех. То есть все такое рыже-черное, а ванная, почему-то я забыла о том, что у меня есть какая-то общая концепция по цвету. Короче, ванная вообще выпала из этой жизни, она от другого дома, можно так подумать. Ну, так, в общем, получилось. И в качестве этого сада, я просто наляпала побольше деревьев, каких-то кустов. Кстати, оказалось, что кустов классических, таких вот в нашем представлении кустов в Симсах и нету на самом деле. То есть есть маленькие кустики с цветочками какими-то такими, а именно больших таких, просто без цветочков, крупных кустов и нету. И это очень было странно. Пришлось спасаться деревьями, какими-то большими растениями. И, в общем, получилось так, что я несколько крупных таких деревьев поставила. Мне очень нравится, как они такие, они сразу такой какой-то уют и колорит создают, большие деревья именно. То есть они помогают утонуть домику в зелени, не занимая много места внизу, по сути. И мне кажется, так очень уютненько становится. И, в принципе, этот дом как раз-таки должен был быть таким маленьким островком комфорта для тех, кто там живет. И, мне кажется, у меня получилось. Все, я доделываю свой садик. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь, ставьте лайк. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!